безопасности, аккумулятор и топливный бак уменьшенного объема перемещаются в салон. А сейчас посмотрим сюжет на другую мужскую тему. Точнее, познакомимся с единственным в Бресте мастером скрим-шоу – специальной техники резьбы по кости. Его хобби – царапать, но в Бресте его знают как человека, который профессионально накалывает. Это при том, что за плечами Дениса Соколова высшее образование и весьма солидная профессия – он бухгалтер. А еще у мужчины крайне необычное увлечение – скрим-шоу – это редкое искусство гравировки по кости. В тесочке инструменты все простые у меня, кстати, такие еще даже, некоторые даже советские. Но прежде чем приступить к самой гравировке, кость полируется в зеркало. Если ее не отполировать и останутся мелкие царапины, то появится брак. Краска забьется в эти царапины и смажет там рисунок. Самое долгое и нудное в этой работе – это полировка кости в зеркало. Если не выполировать, не получится. Техника скрим-шоу сложная. Выгравировать рисунок на кости нелегко, ведь мастер работает практически вслепую. Изображение наносится тонкими резцами по контуру. Это зубной бор переточенный. Такой. Сталь хорошая. Потому что если простая иголка швейная, она садится сразу моментально, тупеет. Просто вот пару раз ткнул, все, тупая. Само изображение начинает проявляться только после его подкрашивания, причем в несколько слоев. Вот так вот намазываем масляной краской. И стираем ее. Все. В местах, где я тыкал, она забивается уже навсегда. Вот полировка по кости. Скрим-шоу Денис сравнивает с татуировкой, ведь принцип работы такой же. Каждая точка накалывается отдельно и длительно. Правда, говорит, никто не жалуется, что больно. Можно делать все, что угодно. Ну и можно даже ошибиться. Ошибся, наждачкой поправил и снова сделал. На человеке, к сожалению, так уже не сделаешь. Делать татуировки по кости Денис Соколов начал год назад. Мастеров, которые владеют этим искусством, не так-то и много. По всему миру не более сотни. Один из них в Беларуси. Денис только недавно начал осваивать эту технику. Долго выуживал всю возможную информацию из просторов интернета, чтобы потом получались такие вот брелоки, гравировки на рукоятках ножей, брошках или карандашницах. Ну вот такой вот кабан у нас получился. Уже в скором времени Денис планирует приступить к экспериментам по полировке изделий из бивня мамонта, моржового клыка и зуба кашалота. Правда, их еще найти нужно. Согласитесь, стало